Глава 81. Слова принца заставили юного воина, который стоял к нему спиной, мгновенно задеревенеть. Юноша медленно развернулся, но так и не осмелился подойти. В сложившейся ситуации нельзя было допустить и секунды промедления, поэтому, видя его колебания, Селянь ощутил горячую вспышку волнения в сердце. С трудом сдерживая тревогу, он воскликнул: «Не бойся, я ничего тебе не сделаю». «Подойди же, скорее!» Юноша наконец сдвинулся с места. Но, подбежав к принцу, вновь резко остановился в паре шагов от него. Селянь неслышно вздохнул и протянул ему руку: «Помоги мне подняться. Уведи меня отсюда». Когда юноша с крайней осторожностью взялся за его руку, Селянь, будто умирающий, что наконец нашел опору, мгновенно ощутил, как силы его покинули, и буквально упал, повиснув на юноше. Принц полностью находился во власти аромата нежных объятий, температура его тела взлетела вверх, он весь уже пылал жаром. Но ладони юноши оказались такими же обжигающими, как у самого принца, и еще немного дрожали. Селянь повис на нем совсем ненадолго, немного скопил силы, сделал глубокий вдох и с трудом выпрямился. Он не хотел заставлять кого-то меньше и слабее себя, изо всех сил тащить его на спине, и сделал несколько медленных шагов сам, юноша только слегка поддерживал его. Но тут внезапно раздался голос цветочного оборотня: «Ну нет, ваше высочество, наследный принц, не покидайте же нас. Он ждет вас там, на тропе, и если вы уйдете, то встретите его». Его Селянь спросил, кто этот он, упомянув о нем, цветочные оборотни, кажется, сами немного перепугались. Поколебавшись в безмолвии, они прошелестели: «Он, это он». Цветы потерлись друг о друга бутонами, повторяя: «Он, это он. Тот, кто привел нас сюда». Несмотря на их категорическое нежелание называть ни имени, ни личности того, о ком говорили, в мозгу Селяня тут же возникла маска, наполовину смеющаяся, наполовину плачущая. «Вы хотите сказать, что если я сейчас уйду, тот человек, что закопал вас здесь, убьет меня по дороге, но если я останусь, то он не придет за мной, верно?» Оборотни остались весьма довольны и захихикали, кивая головками цветов. В душе Селяня ни с того ни с сего мгновенно разгорелось пламя. Кто-то решил не убивать его, а вместо этого заточить в таком месте, в подобных обстоятельствах, о которых даже постыдно завести разговор. Это глупая шутка или что? Да лучше бы его сразу вызвали на смертельный поединок. Немного успокоившись, он подавил раздражение внутри. Видимо, противник вовсе не собирался побеждать его в битве лицом к лицу, а намеревался лишь нанести урон магическим силам принца, снизить уровень его мощи, заставить растерять последователей. Нельзя слепо верить словам оборотней. Но если подумать, окажись их речи ложью, принц не мог гарантировать, что ему с юношей удастся уйти в целости и сохранности, даже если Селянь позволит юноше поддерживать или нести себя на спине. Ведь стоит противнику на пути их следования разбросать еще несколько женщин, и принц со своим спутником попадут в еще более неловкое и затруднительное положение. Немного взвесив ситуацию, Селянь с жаром выдохнул, закрыл глаза и произнес: «Отведи меня в пещеру». Юноша повиновался, провел принца через поляну, усыпанную трупами, и оказался вместе с ним у входа в пещеру. Селянь прошептал: «Стой». Рядовой остановился. Селянь, с трудом поднимая дрожащую руку, спросил: «Где твой меч?» Левой рукой поддерживая принца, юноша правой поднял клинок. Селянь вытянул руку и закатал рукав, обнажив предплечье, в прозрачном свете луны напоминающее холодный нефрит сорта бараний жир. Юноша на миг перестал дышать, но Селянь не заметил этого, только прошептал: «Уколи меня клинком». Рука юноши с зажатым в ней мечом мгновенно упала. Селянь добавил: «Не нужно бояться, просто коли и все, да поглубже. Я должен поставить магический барьер, но сейчас у меня нет при себе иных артефактов, придется пролить кровь, иначе никак». Но юный воин воскликнул: «Ваше высочество, прошу, возьмите мою кровь». Он тут же вскинул руку и порезал ее о меч, совершенно не щадя сил. Селянь попытался остановить: «Не нужно. Твоя кровь,
но не успел, из глубокого длинного пореза, который уже появился на руке юноши, неудержимо хлынула кровь. Тогда Селянь вздохнул: «Ай! Ты! Ладно». Кровь принца обладала способностью благословлять. Разве можно сравнивать столь бесценное сокровище с кровью простого смертного? Однако, видя искренний порыв юного воина, Селянь не позволил себе сказать прямо, что его жест абсолютно бесполезен. Только произнес: «Большое спасибо тебе. Но все же придется взять немного и моей крови в качестве вспомогательного элемента». Далее Селянь сам взял меч. Но поскольку его руки дрожали, пришлось несколько раз нанести удар, прежде чем клинок попал ровно в середину предплечья. Темно-алая кровь божества стекла вниз по белоснежной коже. Принц каплями провел 2 дуги у входа в пещеру, будто бы поставил 2 заслона. Можно сказать, это был жест непозволительных растрат драгоценного дара. Селянь также для вида примешал немного крови юноши, а когда закончил, ощутил еще более сильное головокружение. «Идем внутрь», в пещере царила непроглядная темнота. Юноша достал из-за пазухи бумажный факел, поджег при помощи огнива, и вокруг стало намного светлее. Лицо юноши пряталось за плотно намотанными бинтами, а вот плачевное состояние Селяня обнажилось бесповоротно. С него катил холодный пот, волосы чуть растрепались, в уголке рта сочилась кровь, губы распухли и раскраснелись. Это осталась рана с того раза, когда принц осенил драгоценный меч благословением, прокусив губу. Свет огня больно резанул Селяню по глазам, а от волны тепла ему стало еще хуже. Принц немедленно попросил: «Не зажигай огонь. Погаси». Юноша сразу же бросил бумажный факел на землю и затоптал. Пещера вновь погрузилась во тьму. Селянь, которого он завел внутрь пещеры, сел прямо на землю в позу для медитации успокоения сердца. Спустя некоторое время принц медленно произнес: «Теперь у меня будет для тебя задание. Сможешь выполнить?» Юноша припал на одно колено и ответил ему: 10 000 смертей не остановят меня». Селянь, сдерживая дыхание, которое все учащалось, с трудом сохранял спокойствие. Перед входом в пещеру я установил защитные барьеры. Всего их 2. Первый не позволит тварям снаружи ворваться внутрь, второй не даст людям изнутри выбраться наружу. Беззвучно отдышавшись, принц продолжал: «Между 2 барьерами есть пространство. Ровно для одного человека. Ты должен находиться там. Охранять вход. Что бы ты ни услышал снаружи, не выходи, и точно так же, неважно, что будет происходить со мной внутри, ты ни в коем случае не должен сюда входить». Юноша на мгновение оторопел: «Ваше Высочество, вы останетесь здесь один?» Селянь ответил: «Да. Не знаю, что я способен натворить. В общем, что бы ни произошло, тебе нельзя выходить». В подобной ситуации вернуться в город уже не представлялось возможным. Что до подмоги, Цзэжун, должно быть, все еще в пути, мчится, спотыкаясь на каждом шагу. Только чтобы добраться до столицы, ему понадобится бежать очень долго, а пока он приведет солдат на помощь, вообще неизвестно, сколько пройдет времени. Придется очертить себе территорию, чтобы удерживать позиции, и придумать способ избавиться от действия аромата нежности. Голос принца сделался мрачным: «Если цветочные оборотни дадут плоды, мощь их чар соблазнения достигнет предела. Боюсь, они вот-вот созреют». Внезапно благоухание в воздухе усилилось, прервав речи принца. Нежная сладострастная аура заполнила все вокруг, оборотни кокетливо захихикали, вне себя от удовольствия, и наперебой заголосили: «Мои корни!» Мои корни затвердели, плоды созрели. Едва услышав волну благоухания, Селянь ощутил, как участилось сердцебиение, а кровь ударила прямо в голову. Принц стиснул зубы: «Скорее ступай. Ни в коем случае не вдыхай цветочный аромат. Если они приблизятся, не пугайся. Ни одна тварь не сможет переступить через кровавую линию. Но пока ты находишься внутри защитного поля, можешь атаковать их мечом, убивать и ранить». Юный воин бросил взгляд наружу и уверенно кивнул.
Подхватив меч, он выбежал прочь, остановившись ровно между двумя кровавыми линиями на пороге пещеры. А там, среди множества мертвых тел, теснящиеся друг к другу цветочные заросли выглядели еще ярче и прекраснее. И теперь вся эта цветочная поляна едва заметно шевелилась, будто бы корни под ними вот-вот вырвутся из земли. Вскоре это действительно случилось, кое-что показалось наружу, и это была голова женщины. Женщина высунула голову из-под земли, вдохнула свежий воздух на поверхности и, словно упиваясь удовольствием, сощурила глаза до маленьких щелок. Следом из земли показалась половина покатого плеча, а за ним и целая рука. Плоды нежных объятий созревали под землей, на корнях. И полностью созревшие, они принимали всевозможные формы женского тела. Настал момент, когда плоды цветов созрели, и теперь бесчисленные совершенно голые женские тела выбирались из земли. Они срывали ярко-красные цветы, растущие на макушке, омывались лунным светом и всласть разминали конечности. Ранее благоухание исходило лишь от маленьких цветков, теперь же аромат источали эти обольстительницы. Они похлопали себя по фигуристым телам, стряхивая землю, поправили длинные волосы и направились к входу в пещеру, кокетливо посмеиваясь. «Ваше Высочество, наследный принц, мы идем к вам». Пещера тоже заполнилась густым благоуханием, так что стало трудно дышать. Селянь сидел в медитации с закрытыми глазами, про себя повторяя «Да Дэ Цзин». Однако особенного действия это не возымело. Оборотни без тени стеснения сыпали бесстыжими словечками, что плавной и вкрадчивой речью шелестели снаружи. Все какие-то сокровища, да золотцы, да ГГ, да Диди, сплошным бормочущим потоком они сильнее раздражали сердце селяня, поэтому ему пришлось начать читать вслух. 5 цветов притупляют зрение. 5 звуков притупляют слух. 5 вкусовых ощущений притупляют вкус. Быстрая езда и охота волнуют сердце. Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Покой побеждает ходьбу, холод побеждает жару. Спокойствие создает порядок в мире. Добрым людям я делаю добро, и недобрым также делаю добро, таким образом и воспитывается добродетель. Все цитаты взяты из разных стихов. Принц даже не обратил внимания, что совершенно сбился во время чтения священного текста, который обыкновенно мог декламировать без запинки. Оборотни снаружи захлопали в ладоши и рассмеялись. «Наш милый принц, наши милые золотцы, мой дорогой его высочество, голубчик, ты ведь не монах, какие могут быть священные тексты, ах!» «Ой!» — послышался звонкий крик. Кажется, это юный воин, не проронив ни звука, с ожесточением пустил в ход оружие. Ураган колющих и рубящих выпадов заставил оборотней обратиться в бегство с криками «Оборотни убивают!». Кто-то, отбежав подальше, забранился: «Ах ты, подлый, проклятый сорванец! Мелкий монстр, срыватель цветов! Совсем не умеешь бережно относиться к женщинам, до смерти напугал! До смерти! Совсем мальчишка, а уже такой безжалостный!» Страшно подумать, что будет, когда он вырастет. Группа цветочных оборотней, будто изнывая от голода или жажды, пыталась проникнуть в пещеру, однако ничего не вышло. Вначале они не заметили магического барьера и решили, что причиной тому человек, который стоит у них на пути. Посоветовавшись друг с другом, оборотни собрались неподалеку и заговорили с юношей: «Юный ГГ, ну зачем же ты стоишь на пути и не даешь нам пройти? Мы ведь ничего плохого делать не собираемся, просто хотим немного поразвлечься с его высочеством наследным принцем. Будь умницей, маленький генерал, не мешай нам сделать с его высочеством кое-что приятное, а этот Диди такой свирепый, парень довольно интересный. Жаль только, что еще мал, слишком уж зеленый. Наверное, он понятия не имеет, что значит кое-что приятное». Пока оборотни сбились в кучу и принялись хихикать да подшучивать, Селянь чуть приоткрыл глаза, увидев в проходе пещеры темнеющие очертания. Там стоял юноша, обеими руками сжимающий меч, и казалось, он не отступит, даже если погибнет. Как вдруг одна из обольстительниц произнесла: «Слушай, юный ГГ, ну не стой ты там как несмышленыш, о чем ты думаешь? Может быть, отойдем со мной в сторонку, повеселимся немного, а?»
Какие тебе нравятся? Такие, как я, тебе по нраву. Юный воин по-прежнему не издавал ни звука. Чертовки решили, чтобы пройти в пещеру, должно быть, непременно нужно устранить помеху в лице парнишки. Поэтому стали прикладывать к этому всевозможные усилия. Поднялся гомон. «А как тебе я? А обо мне что скажешь? Посмотри, я красавица, взгляни на меня, нравится». Вот только если в начале их речи звучали насмешливо, то затем превратились в обиженные, а под конец оборотни и вовсе стали браниться. Ведь юноша неизменно от начала до конца не удостаивал их и малой таликой внимания, пока они стояли далеко, а если подходили ближе, рубил мечом. Селянь знал, что нежные объятия, пока сидели в земле, могли на свое усмотрение изменить свой облик, поэтому хотел предупредить об этом юношу, но, на беду, по какой-то причине не посмел. С огромным трудом подавляя волны мучительного жара, принц произнес: «Не смотри на них, борьба с горячей кровью, бьющей в голову, уже вымотала принца, отобрав все силы». Поэтому фраза прозвучала крайне тихим шепотом. Однако юный воин услышал селяня мгновенно и тут же громко отозвался: «Слушаюсь». «Ваше Высочество, с вами все в порядке», — селянь ответил, «не стоит беспокоиться за меня. Если тебе приходится тяжело, завяжи глаза, рот и нос». Юноша не успел ничего ответить, как вдруг послышался хохот одной из обольстительниц. «Я все поняла. Дружок, я думаю, что тебе более всего по нраву придется такое, верно?» Судя по всему, из земли вырвался еще один плод нежных объятий. И в тот же миг снаружи пещеры воцарилась мертвая тишина. А юный воин, кажется, перестал дышать. В следующую секунду волна смеха оборотней, достигающая небес, едва не опрокинула селяня на земь. Они хлопали в ладоши и кричали: «Го! Вот это ход, караул! Караул, мать моя! Как ты до этого додумалась? Непревзойденно, ха-ха-ха-ха! Скорее, смотрите!» Паренек то остолбенел весь. Уверена почти наверняка, что все так и есть, ошибки быть не может. А я было решила, что этот мелкий демон черств как камень. Вот уж не думала, что просто недооценила его. Такой маленький, а смельчак не по годам, признаю поражение, признаю. Ну как, дружочек, нравится такая благоухающая картина? Что же ты, скорее подходи поразвлечься, за этой деревней трактира больше не будет. Если сейчас откажешься, то впредь и не надейся, за 800 лет ни разу не попробуешь. Или, может, мы тебе поможем. Ведь прямо сейчас, хи-хи-хи-хи, юный воин окончательно взъярился, в его голосе послышалась ледяная угроза. «Да вы, смерти, ищите». В ту секунду селянь в пещере находился почти на пределе. Перед глазами все плыло, в ушах звучал лишь неясный шум, усидеть на месте принц больше не смог, всем телом он подался, падая вперед. Хорошо, хоть еще хватило сил выставить руки, чтобы не удариться о землю. Но от резкого падения его челюсть на секунду разжалась, и неясно, будто сквозь пелену, с его губ сорвался нестерпимо мучительный стон.